Ladies and gentlemen, welcome, добро пожаловать на канал, усаживайтесь поудобнее. И сегодня мы рассмотрим уже новый патч 1.5.1. Вот, все-таки исправили косяки в 1.5.0, там где у нас постоянно, когда ты стреляешь в NPC, он улетает куда-то в космос. Вот, и рассмотрим сегодня непосредственно лучшие моды от Nexus, которые помогут вам поднять FPS, которые немножко стабилизируют вашу систему, поэтому не забываем подписываться, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, потому что всегда читаю, стараюсь вам помочь, всегда welcome. Итак, самое главное, конечно, они исправили все вот эти вылеты, приколы, которые мы после патча уже 1.5.0, а вот они, как говорится, это исправили, плюс убрали баги с вылетами, у кого там были проблемы с Xbox. Вот, поэтому, ребятушки, пишите в комментарии, всегда помогу, отвечу на ваши вопросики без проблем. Так, и давайте вернемся, посмотрим непосредственно, что они там исправили. Я вот сделал такой перевод. На официальном сайте у них нету этого 1.5.1, есть только вот в Steam. Вот. Но здесь оно на английском, поэтому, ребята, для вас специально сделал такой переводик. Использую я DeepL, прикольная программа, без рекламы. Вот, что они сделали? Так, исправлена проблема, из которой NPC не укрывались в офлайн режиме во время эмиссии. Исправлена проблема, из-за которых подсказки по взаимодействию могли исчезать после сохранения. Хорошо. Исправлена проблема, из-за которой NPC могли застревать, ходя на одном месте, либо вылетали нафиг, поэтому мы тоже с этим сталкивались, это было очень смешно. Исправлена проблема, из-за которых два бандита в лагере Варана без причины атаковали игрока, но это уже непосредственно с миссиями. Исправлена проблема, из-за которых игрок мог покинуть лабораторию X17 на лифте. Исправлена проблема, из-за которых трупы NPC могли отказаться на месте. Корректирование положения значка индикатора денег и веса, ну тоже существенно, конечно, мелочи, но пусть будет. Корректировано положение значка индикатора денег и веса. Исправлена проблема, из-за которой Фаус мог зависать во время боя. Вот. Исправлена проблема, из-за которых контекстное меню нельзя было открыть дважды для одного и того же предмета в окне добычи. Замечательно. Исправлена проблема, из-за которой труп NPC мог улететь после убийства выстрелом в голову. Мне кажется, это самое такое популярно было после патча 1.5.0, поэтому, ребятушки, это пофиксили. Исправлено два сбоя exception escalation. Это типа, когда у вас тоже ошибка именно может в обновлении, старайтесь тоже следить за обновлением вашей видеокарты, потому что оно все-таки корректируется уже под новые системы, также обновляйте свои Windows. Исправлена проблема, из-за которой миссия нападения на дугу могла застрять. Хорошо. Исправлена проблема, из-за которой значение WoW автоматически сбрасывалось до 110. Неинтересно. Исправлена проблема, из-за которой мутанты, алайфа и NPC могли появляться в запретных зонах. Вот это да, это тоже было. Исправлена проблема, из-за которых левая рука NPC могла находиться в неправильном положении. Исправлена проблема, из-за которых могли застревать друг друга во время патрулирования. В общем, скрещивались, да, в многоножку. Вот. И исправлена проблема, из-за которой опция масштаб Windows влияла на игру в режимах полный экран, без границ и оконный. Вот, в целом это все, не такое небольшое, прям, как говорится, обновление, но оно существенно, как говорится, убрало косяки обновления 1.5.0. Вот, поэтому, ребятушки, тоже старайтесь обновлять версию, если у вас, как говорится, версия там предыдущая, то старайтесь тоже скачивать там на репак, либо брать, устанавливать у себя на Xbox. Вот, и сейчас, кстати, они анонсировали уже Stalker 2 на PlayStation 5. Такие вот новости. Вот, дальше, проходим дальше. Лучшие моды, ребят, я стараюсь тестировать. Самый лучший мод, я считаю, это у Nexus. Вот, у него более такое, точнее, там более такие модеры, которые действительно уже прожженные, уже проверенные. Вот, и также самое я использую от Джокера. Вот, на Джокера я уже видос я снимал. Смотрите, другие у меня есть видосы на канале, где подробно все это делаю, тестирую. Плюс я стараюсь, наверное, обновить архив. Так что заходите в Telegram, подписывайтесь на Telegram. Вот, заходите в Discord, тоже с ребятами бывает общаемся. Вот, непосредственно к Nexus, ребятушки, сделаю следующее. Во-первых, покажу вам, как оно выглядит. Ссылочка будет под описанием, где вы можете сами подойти, скачать. Здесь, в принципе, все нормально, все написано, но на английском. Вот, если у вас есть, то используйте какое-нибудь расширение, там, Google Translate, либо Яндекс Translate, что у вас работает. Если у вас сайт не работает, то старайтесь, конечно, использовать VPN рабочий. Вот, и здесь собраны действительно хорошие именно моды в плане чего?
мод, который, смотрите, где-то сокращает графику и поднимает ваш FPS. Особенно это касается людей, которые действительно слабый компьютер, да, либо у вас там меньше 6 гигабайт видеопамяти, и всегда у вас проблема, либо вот эта просадка FPS. Вот. Поэтому я скачал для вас специально, сделал архивчик, вот, в котором я собрал именно все эти, как говорится, моды, и сделал еще полную инструкцию на русском языке. Поэтому переходите ко мне, как говорится, в Telegram. Вот, как там так поставишь, чтобы оно не мешалось. Вот, и здесь у нас будет следующее. Ребятушки, от экстры до сталкера, как говорится. Первое, безусловно, это вот прочитаем инструкцию, где я полностью тоже перевел, как говорится, на русский язык и как это все устанавливается. Поэтому тут ничего сложного. Читаете с инструкции. В целом просто достаточно нажать WinR. Здесь вы вписываете AppData. Успеваете, все хорошо, молодцы. AppData. Можно вот так вот сокращенно. Переходите в папку Local. Спускаетесь вниз. Здесь нас интересует Stalker, OpenRCT, Stalker 2, Saved. Дальше у нас идет Config и Windows. Если у вас Xbox, у вас будет WinSDK. Вот. Но все это, как говорится, записано в инструкции. И здесь нас интересует параметр Game User Settings. Что это такое, ребятушки? Это, в принципе, встроенные настройки, которые у вас будут работать в самой игре, которые действительно где-то понизят именно графику, где-то что-то опустит по тем именно эффектам, которые очень сильно напрягает компьютер. Вот. И у вас будет стабильненько все это дело работать. Ну, для лучшего, как говорится, безопасно, сохраните этот файл в другую папочку, типа и сделайте, если что, бэкап, то бишь возврат, как говорится, если у вас что не понравилось и так далее. По инструкциям, смотрите, конечно, если у вас, как говорится, вы хотите сильно стабильную игру, чтобы у вас не проседало, вам, конечно, нужно использовать конфиг какой-нибудь Ultra Low, который что нам помогает? А сейчас расскажу, тут, в принципе, тоже все написано. Содержит чрезвычайно легкие настройки, предназначенные для достижения максимально возможного FPS при сохранении нормального приемлемого качества. То бишь, в принципе, оно не так сильно урезает графику, но при этом у вас будет выше FPS. Поэтому заходите в Telegram, скачивайте, читайте инструкцию, в принципе ничего сложного. Путь установки я также еще выделил отдельно, вам тут указал. Вот, что копировать, что как нажимать. Вот есть для Xbox вот такой вот путь, то бишь вы в конце ищете WinGDK, не SDK, да, GDK. Вот, и у вас будет, естественно, прирост FPS, который действительно уже я протестировал с новым патчем. Все это дело обновил. Ну и не забываем, если вы хотите все-таки использовать патчи дальнейшие, что в каждом новом патче, особенно там будет уже 1.6 либо 1.7, вот, нужно, конечно, переходить на официальный сайт Nexus, и здесь они вот, например, смотрите, из последних по описанию, если так посмотреть, было вот 29 апреля, то бишь вот эти, нет, да, 29, да, 29, вот, но они, как говорится, действительно помогают, работают и меняют, как говорится, графику, которая у вас просто прирост FPS, и они действительно рабочие, которые не меняют какую-то большую структуру. Вот, если вы хотите уже больше действительно я верну на английский, именно по модсам, смотрите, здесь можно нажать моды, вот, и, допустим, нам интересует Optimization. И достаточно очень много есть модов, я тоже это делал на канале, поэтому тоже смотрите видосы. Вот, по поводу Twix тоже S2 сейчас вот обновился буквально. Поэтому, ребятушки, подписывайтесь, не забываем ставить лайки, заходите в комментарии, пишите, как вам вообще как вам вообще Сталкер, ждете вы уже все-таки, когда его допилят до конца. Но как разработчики пишут, что они игру делают, они ее не забрасывают, они стараются действительно, чтобы оно все работало, чтобы все было хорошо. Вот, поэтому будем ждать, надеемся в лучшее, как говорится. Ну, ребят, нужно, конечно, уже обновлять свое железо. Вот, потому что Stalker все-таки прожорлив, особенно он прожорлив, потому что он сделан на новом движке. А новый движок, он ждет, что? Правильно, CUDA ядра, которые нужны именно для Сталкера.
Вот, поэтому, как вы не ругались, конечно, железо нужно обновлять, потому что на старых ваших Xeon'ах, либо там, как мне друг пишет, там, на 1650 что-то лагает. Ребятушки, ну, конечно, лагает, потому что видюха уже, как говорится, не первая бытная. Вот, и сейчас, как минимум, уже пишут, что нужно 4060 минимум для этой игрушки, потому что она очень требовательна, и чтобы она стабильно, хорошо у вас работала, нужно действительно хорошее железо. Фух, на этом, думаю, все. Заходите в Telegram, подписывайтесь в Discord, заходите в ВК, видео тоже есть. Вот, надеюсь, видос будет полезный. Устанавливайте, как говорится, моды от Nexus, и хорошего вам, как говорится, пути и времяпрепровождения в зоне. Ну, а с вами был Позитивный. Пока. Фу, что-то расстоялся. Да душно, ребят, не могу, отвечаю. Так, ну, на самом деле, после выхода патча 1.5.0, вы знаете, игрушка стала стабильная. Вы смотрите, у меня 60 кадров, не забывайте, я это дело зафиксировал. То бишь, я залочил кадры до 60, чтобы оно не было у вас пика. Поэтому тоже рекомендую вам заходить в настроечки в панели управления и менять это дело, чтобы оно у вас не перегружалось. Фу, ну это уже совсем другая история, если что, смотреть другие видосы, ага. Ну все, до свидания, уходите. Так, а что мне там надо сделать? Что-то я уже все забыл, блин. Что-то надо было сделать. Патронов опять нет, а вот на калаше есть. О, вы еще здесь, все, до свидания, уходите.